Приветствую тебя, мой сладкий любитель ролевых игр. Когда я только начал готовить сценарий для этого видео, то с удивлением обнаружил, что между имперским городом в TES4 Oblivion и городом Харинис из Готики 2 есть удивительно много общего. По сути, оба разработчика пытались воплотить в игре средневековый мегаполис со всеми традиционными особенностями. Вдумайтесь только, почти все районы имперского города в Харинисе представлены в виде кварталов. У нас тут и торговый квартал, и храмовый район, огромного размера порт, импровизированная арена и даже тюрьма своя есть. Оба города подвержены большому влиянию гильдии, а также огромному социальному расслоению, что наглядно видно в обоих играх. В Обливионе заметную часть населения представляют из себя нищие, которые вымаливают милостыню у одетых с иголочкой офицеров имперского легиона и прочих обеспеченных горожан. В то же время в Готике жители, не имеющие работы, даже не могут считаться гражданами Хариниса, а бездельников-то пруд-пруди, особенно в портовом районе. Конечно, игры из серии Ведьмак и в особенности Kingdom Come Deliverance задали новую планку реализма и справляются с задачей переноса атмосферы средневекового города гораздо лучше. Но мы сделаем скидку на время выхода Обливиона и тем более Готики, ведь самое главное для нас другое. Раз города действительно похожи, то мы можем провести достаточно экзотическое сравнение, замерив уровень преступности и ответив на вопрос, в каком городе жить было бы безопаснее. Собственно, о том, как будем сравнивать. Мы кратко пробежимся по основным квестам и случайным встречам, в которых встречается какой-либо криминальный элемент, а затем рассчитаем уровень преступности на основе коэффициента, который будет отражать количество тяжких преступлений на 100 жителей города. Эта цифра выбрана не случайно. Дело в том, что пользователь Словайзер для своей статьи об игровой экономике Gothic 2 выяснил, что население Хариниса состоит из 101 NPC, а в имперском городе, судя по источникам, проживает около 500 неигровых персонажей. То есть нам будет очень просто поделить количество преступлений в столице Сиродила на 5 и свести все к общему знаменателю. И начать я хочу с гильдии воров. Эта организация представлена в обеих играх, хотя по сравнению с грандиозными операциями Серого Лиса, задания гильдии воров Хариниса могут показаться мелкими шалостями. Однако, мы будем брать в расчет только те преступления, которые происходят непосредственно в рассматриваемых нами городах. Важный момент, в обеих игровых вселенных уже сам факт участия в этой организованной преступной группе карается по самым строгим законам. Да что уж говорить, во второй Готике, если мы просто доложим о местонахождении гильдии городской стражи, то уже в следующей главе обнаружим, что стража вырезала всех ее членов без суда и следствия. В реальной жизни участников такой организации судили бы по обеим статьям отдельно. И за само участие в организованной преступной группе, и за само совершенное преступление. Так что будет справедливо для начала накинуть по баллу за каждого участника гильдии воров. Таковых 11 в Готике и целых 19 в Обливионе. Но стоит оговориться, что среди них я также включил 5 проживающих в имперском городе нищих, так как технически они также принадлежат гильдии воров и являются ее информаторами. А теперь пробежимся по квестам. Итак, чтобы вступить в гильдию воров Хариниса, нам предварительно нужно выполнить несколько условий. При прохождении квеста «Наглый вор» нам нужно отпустить Ренгару, который обокрал одного из торговцев на рыночной площади. Я бы не хотел записывать кражу 50 золотых в тяжкие преступления, но факт в том, что мы можем сдать Ренгару местной страже, и они его с радостью определят на бутылку, а значит это совсем не пустяк. Далее в квесте «Фальшивый посыльный» мы узнаем, что Нагур перерезал горло предыдущего посыльного, и сделал он это предположительно в Харинисе. Мы также участвуем в краже товаров на общую внушительную сумму 400 золотых, так что здесь у нас сразу 2 тяжких преступления. На пути ко вступлению в гильдию мы также узнаем, что торговец рыбой Халвар участвует в сбыте краденных товаров, что также тянет на тяжкое преступление, учитывая объем его торговли. В копилку удивительных сходств между Готикой 2 и Обливионом, в обоих случаях для вступления в гильдию воров нам необходимо пройти испытание. И в обоих случаях это кража со взломом в доме у алхимика. В одном случае мы крадем ценное кольцо, а в другом дневник с записями эксперимента по созданию гибрида вампира и растения. Здесь, учитывая, что мы ворвались на частную территорию и изъяли ценный предмет, взломав перед этим замок, точно можно присудить по баллу и Обливиону, и Готике. Последним и крупнейшим заданием гильдии воров Хариниса станет кража 6 кровавых кубков. Здесь мне кажется справедливым накинуть 6 баллов за каждый кубок, учитывая их ценность и тот факт, что мы не выносим их из одного здания, а каждый раз врываемся в дома к разным горожанам, попутно избивая или обворовывая их. Есть еще 2 квеста, связанные с гильдией.
Мы знаем, что до начала событий второй готики гильдия выкрала ценный лук у Баспера, а также серебро у трактирщика Карагона. С этим есть связанные задания, и мы даже можем вернуть эти предметы и получить вознаграждение. Обе кражи можем классифицировать как тяжкое преступление, так что накидываем еще 2 балла. Теперь перемещаемся в Сиродил и пройдемся по квестам местной гильдии воров, действия которых разворачиваются в имперском городе. После прохождения испытания мы получаем задание по краже денег и налоговых ведомостей у имперской стражи. Здесь не было никакого злоупотребления полномочиями со стороны самой стражи, поэтому просто накидываем 1 балл за действия гильдии воров. А уже в следующем задании нам нужно украсть бюст Латассы Индарис из храма в Чейдинхолле и подкинуть его в дом Миврины Арана, навлекая на нее подозрения. Здесь все становится очень запутанно, ведь сам факт кражи мы учитывать не можем, так как он происходил в Чейдинхолле, а проникновение в чужой дом в серии ТЭС карается смешным штрафом в 5 золотых. То есть факт того, что мы вломились в дом Миврины Арана и подбросили туда бюст, тяжким преступлением не является. Однако, по итогам квеста сама Миврина Арана обвиняется в краже бюста и отправляется в тюрьму, будучи пойманная с поличным. И хоть преступление она не совершала, в статистике имперской стражи оно засчитано будет, и в нашем подсчете тоже. Следующее задание драгоценности Адарджи мы выполняем в Бравиле, так что его сразу скипаем и возвращаемся в имперский город по квесту Ложное направление. Там нам нужно вломиться в покое Архимага и выкрасть ценный посох, и позже подкинуть его в дом к одному из сотрудников университета волшебства. Даже с учетом того, что фактически мы ничего не украли, наглость этой операции точно тянет на длительное заключение. Напоминаю, что Амузая набутылили и отправили на зону, когда он пытался продать кольцо, которое он даже не крал. Ну вернее украл, но не у самой графини. Здесь тоже мы как бы через третье лицо возвращаем еще более дорогой посох, так что при поимке и нас ждала бы участь Органианина. Смело накидываем еще 1 балл. Далее сюжет отправляет нас в Скинград, и в столице мы снова окажемся по следующему заданию избавления от Лекса. Думаю, все, кто смотрит этот ролик, уже проходили этот квест, но я хочу освежить в памяти один важный момент. По сюжету в самом имперском городе мы пробираемся в рабочий кабинет командующего легионом и ставим печать на поддельный список рекомендаций. А вот распоряжение от графини, которое мы приносим Иерониму Лексу, уже самое что ни на есть настоящее. Просто написала она его, руководствуясь сложной информацией. И здесь опять нужно порассуждать про логику игровой вселенной, потому что в Скайриме, если вас поймали на подделке конторских записей, штраф составлял всего 5 золотых. И вот честно, для меня рекомендации на пост начальника стражи и бухгалтерская отчетность — это документы примерно одного уровня важности. То есть даже в совокупности все наши злодеяния в имперском городе в рамках этого квеста еле-еле тянут на 10 золотых штрафа. И это никак нельзя считать тяжким преступлением. Далее мы крадем камень Савилы и стрелу в освобождение, но все это происходит за пределами имперского города. И вы будете смеяться, но в следующем задании нашим единственным нарушением также будет только проникновение на частную территорию, которая практически никак в игровом мире Обливиона не пресекается. Идея в чем? Чтобы найти сапоги быстроногого Джека, мы вламываемся в дом графу Джакбену Имбельскому, хотя правильнее его назвать имбецильским, потому что он самостоятельно вручает нам ключ в свой подземный склеп, а потом еще и самостоятельно на нас нападает, то есть за его убийство и проникновение в склеп никаких штрафов на нас не повесят. И вот мы подошли к ключевому заданию гильдии воров, в рамках которого нам нужно украсть ни много ни мало древний свиток. И здесь сразу большие отличия от предыдущих заданий. Дело в том, что уже на первом этапе при проникновении в подвал имперского дворца вы не услышите от местных стражников "Stop right there, criminal scum". Вместо этого, если они вас заметят, то сразу заковыряют до смерти. То есть изберут высшую меру наказания. А значит, уже сам факт проникновения в запретную зону дворца — это тяжкое преступление. Таким же образом будут вести себя стражники, охраняющие старый путь. То есть и эта зона отличается от обычной частной собственности. Ну и в заключительной фазе, если жрецы мотылька разоблачат героя, то выбьют из него все дерьмо. Да и само собой разумеется, что кража свитка, учитывая его ценность, тянет на много холодных ночей в тюрьме. Итого, посчитав все преступления гильдии воров, мы имеем 24 тяжких преступления в Готике и 26 в Обливионе. Но это только начало.
И давайте, собственно, в начало и окунемся. На момент старта Обливиона мы уже находимся в тюрьме имперского города, а значит, канализацию под ней мы также можем считать непосредственной частью столицы. И здесь мы впервые сталкиваемся с религиозным культом Мифический Рассвет, который по всем характеристикам является террористической организацией, и если бы я рассказывал о ней в мире игры, то мне пришлось бы сделать сноску «Запрещено на территории Сиродила». Участие в этом культе, так же как и в гильдии воров, само по себе является тягчайшим преступлением. Ну давайте считать. Во время прохождения обучения 11 ассасинов Мифического Рассвета совершают покушение на убийство императора. Одному из них, как вы знаете, даже удается преуспеть в этой цели. Попутно они забирают жизни еще 2 телохранителей императора, так что мы прибавляем 11 баллов за сам факт участия в культе и еще 11 за покушение на жизнь императора. Далее нас ждут несколько встреч с Мифическим Рассветом в рамках прохождения квеста «Путь Рассвета». Там на нас нападут еще 4 культистов, 1 в таверне и еще 3 при тайной встрече. Здесь важно отметить, что все 4 культистов нападают на нас, то есть мы никаким образом не провоцируем сражение. А также еще 4 спящих агентов будут атаковать нас по квесту «Зажечь драконьи огни» ближе к концу игры. Итак, еще одна организация, Темное Братство, в мире The Elder Scrolls фактически является преступной группировкой, которая представляет из себя гильдию наемных убийц. В отличие от Морок Тонг, которая на территории Моровинда действует вполне законно, деятельность Темного Братства не одобряется нигде и никем, кроме Ситиса. А так как Ситис по сути пустота, то в общем не одобряется вообще никем. Это значит, что пойманный за преступлением протагонист будет набутылен городской стражей в случае, если его заметят во время совершения убийства. В имперский город по квестам Темного Братства мы попадаем довольно скоро после вступления. По квесту «Могила на воде» нам необходимо убить капитана пиратского судна в имперском городе. Одна беда, этот корабль в порту стоит вполне себе законно, а значит убийство капитана стража совсем не одобрит. Конечно, по ходу выполнения задания вы можете выкосить хоть всех матросов, но правильное, в кавычках, выполнение задания подразумевает именно незаметную ликвидацию капитана. Так что тут засчитаем только 1 балл. Точно так же по квесту приговоренной казни мы можем выкосить бесчисленное множество стражников в канализациях имперского города. Однако по заданию нам нужно устранить только одного Данмера, Валена Дрета. Здесь тоже засчитываем 1 балл. А вот квест «Одинокий странник» интересен тем, что про него мы еще вспомним в этом видео. В рамках задания нам нужно устранить высокого эльфа Фелиана, который своим низким поведением позорит чистоту альтмерской крови. Проследив за ним, мы оказываемся в Скумовом притоне, где хозяина дома Лоркмера уже кто-то прикончил, предположительно сам Фелиан. А мы разделываемся с ним, и в этом задании засчитываем 2 преступления. Убийство Лоркмера, которое произошло за кадром, а также убийство Фелиана, которое совершает уже сам протагонист. По квестам Темного Братства нас заносит в имперский город еще дважды. По квесту «Заслуженный отдых» мы вламываемся в рабочие помещения Имперского легиона и оставляем там отрезанный палец убитого нами капитана Имперской стражи. А также мы убиваем Матиаса Дракониса в Талос Плаза по квесту «Следующие в роду». Прибавляем еще 2 балла. И в следующем сегменте видео мы поговорим про портовый район Хариниса. Дело в том, что ополчение закрывает глаза практически на все, что здесь происходит. Хотя случись это в других районах города, преступник наверняка не отделался бы обычным штрафом. Например, по квесту «Безумный Фелон» этот самый Фелон охватывает смачных звездюлей от безымянного героя, но ополчение его за это никогда не накажет. Точно так же ополчение закрывает глаза на незаконные бои, которые организовал Альрик за складом портового города. Туда же украденная у Эды статуэтка Иноса, и даже если по квесту «Где Пек» доложить, что стражник зависал с куртизантками, простите, секс-работницами, в красном фонаре вместо несения службы, он не будет уволен со службы, и мы не знаем, применили ли в отношении его какие-либо штрафные санкции. Ну и само существование красного фонаря... Тут тема такая. Мы начали видео с того, что мир игры это средневековье. А в средневековье у женщин с правами было так себе. Настолько так себе, что в первой части Готики заключенным вместе с провизией передавали и женщин. Причем у меня есть подозрение, что эти женщины совсем не были преступницами, а скорее даже наоборот. Просто логически подумайте, представьте, если бы к заключенным в долине рудников отправляли бы убийц, воровок, просто бойких девушек, которые умели бы дать
дать отпор. Они бы тогда взбунтовались, так как условия сделки не были бы выполнены и перестали бы поставлять магическую руду. Скорее всего, им посылали либо секс-работниц, либо просто каких-то несчастных девушек, у которых не осталось никакой защиты во внешнем мире. То есть мы делаем вывод, что секс-работы в мире игры не запрещены. Хотя, возможно, и находятся в серой зоне, что и объясняет наличие в игре борделя только в портовом городе. То есть здесь, грубо говоря, все законно. Однако, еще один балл в портовом районе мы накинем. Дело в том, что по квесту «Простой путь в ополчение» мы узнаем, что стражник Рангар крадет припасы паладинов. За это, в отличие от других преступлений, в портовом районе причитается строжайшее наказание, о чем Рангар прекрасно знает, из-за чего и бежит со всех ног, когда его обнаруживают. Ну и в последнем сегменте поговорим про все, что связано с незаконным заработком денег. В цепочке заданий с тюком болотной травы мы проводим расследование, в ходе которого выходим на дилера. Им оказывается Борка, который работает швейцаром в борделе «Красный фонарь». Деятельность самого борделя мы уже обсудили, но вот торговля наркотиками однозначно в мире игры считается тяжким преступлением, так как швейцар в случае правильного прохождения оказывается за решеткой. А вот у стражника, который охранял этот тюк на одном из складов в порту, судьба менее завидная. Его нам приходится убить, чтобы подобрать ключ и открыть ящик, в котором хранится тюк болотной травы. Разумеется, хранение такой большой партии и так наказывается по самой строгой букве закона, так что записываем еще одно тяжкое. И здесь Обливиону имеется чем ответить. Прямо под стенами имперского города, недалеко от конюшен, можно найти торговца с именем Темный Сэм, у которого для страждущих всегда припасена пара баночек скумы. Скума в мире ТЭС, для тех, кто не знает, это наркотик, вызывающий сильнейшее привыкание у всех рас, кроме каджитов. Торговля им строго запрещена, и стража регулярно устраивает рейды на скумовые притоны по всему Сиродилу. Мы уже говорили про скумовый притон в доме Лоркмера, и как раз за наличие оного хотелось бы накинуть еще один балл Обливиону. В Готике 2 есть задание, связанное с бутлегерством, что в целом очень близко и тоже наказуемо. Торговец Бальтрам торгует с пиратом Скипом, обитающим на одном из побережий неподалеку от города. Сам Бальтрам передает пирату припасы, а взамен получает безакцизный крепкий алкоголь. В задании поставщик оружия бандитам мы также узнаем, что обитающий в верхнем городе торговец Фернандо занимается контрабандой оружия и после обнародования этого факта садится на пожизненное, что на мой взгляд справедливо. По квесту «Бизнес Диего» мы также узнаем о незаконном бизнесе у Гербранта, после чего последний убегает из города, чтобы не загреметь за решетку. Далее поговорим про один из моих самых любимых квестов в Готике — услуга Кантару. Любимый он потому, что его действия разворачиваются на протяжении нескольких глав, а вариантов его развития великое множество. Но мы рассмотрим самый частый, там где Кантар просит нас подбросить фальшивое письмо торговке Саре и лжесвидетельствовать против нее, выставляя все так, как будто она ведет торговлю с бандитами. Здесь главное вот что. Сам факт дачи ложных показаний в мире Готики является тяжким преступлением, в отличие от Обливиона, где нам всегда верят на слово, какую бы чушь мы ни пороли. И если мы вместо невинной торговки сдадим самого Кантара, то его благополучно посадят в тюрячку. При таком раскладе нас ждет очень неприятный твист в 3 главе, когда Кантар с помощью своих связей выйдет из тюрьмы, убьет Сару и займет ее место на рыночной площади. Получается, что на совести этой гниды 2 тяжких преступления. Альтернативно, мы можем сами загасить Кантара в тюремной камере, но такой самосуд также будет являться тяжким преступлением. Так что по этому квесту в любом случае засчитываем 2 балла. За убийство, неважно Сары или Кантара, и за лжесвидетельствование. И в противовес этому квесту одно из самых популярных заданий Обливиона — нечестная конкуренция. Рассказывать про него подробно я не буду, но здесь чего только не было. Торговля краденными вещами, разграбление могил, покушение на жизнь протагониста от 2 человек. В общем, щедро накидываем плюс 4 балла. Также один из стражников, Ауден Савидиус, занимается вымогательством денег у простых горожан, и такое превышение должностных полномочий приводит его напрямую в тюрьму. Правда, он из нее сбегает и нападает на главного героя, так что здесь мы накидываем 2 балла за вымогательство денег и за покушение на убийство. Далее мой любимый квест в имперском городе — непредвиденное путешествие. Здесь банда разбойников угнала плавучую таверну и взяла в заложники персонал. На борту одной из кают случайно оказывается протагонист, на которого по очереди нападают 3 бандитов. А вот сама глава банды как может напасть, так и сдаться к нам в плен при благоприятном исходе разговора. Тут вот в чем беда. Отнести к имперскому городу мы можем только сам факт захвата таверны, а нападения на протагониста происходили уже в нейтральных водах. Так что
мы можем прибавить только 4 балла за каждого члена банды, которые участвовали в захвате. Есть еще два квеста, где преступления в городе происходят как бы за кадром. В рамках выполнения задания Тайны Алейдов Умбакана просит нас убедить Герминию Цинну продать нам древнюю корону последнего короля Алейдов. У квеста есть альтернативный вариант развития событий, но в 2 из 3 вариантах мы либо крадем корону, либо заказчик задания убивает Герминию и самостоятельно ею завладевает. В смысле короной, а не мертвой Герминией. Хотя, черт его знает, конечно, после смерти она 20 минут еще теплая. Но в любом случае накидываем 1 балл либо за кражу короны протагонистам, либо за убийство с изнасилованием от Умбакана. Также в рамках квеста Орден Добродетельной Крови мы узнаем, что до начала действия событий Середур прикончил как минимум одного из жителей имперского города. Итого, мы имеем 32 тяжких преступления в рамках пребывания в Харинисе в Готике 2, при проживающих там 101 NPC и целых 76 в имперском городе при населении в примерно 500 человек. Простой подсчет говорит нам, что рейтинг преступности в Харинисе составляет 31.68, тогда как в имперском городе с учетом населения этот показатель вдвое ниже и составляет 15.2. Выходит, что бравая работа имперского легиона сделала жизнь в столице безопаснее. Ну, конечно, если вы не находитесь там во время вторжения Мируноса Дагона, нападения Талморского Доминиона или во время взрыва душ Манимарка. Что ж, если это видео вызвало взрыв в вашей душе, то идите и подписывайтесь на мой Twitch, где найти ссылку вы догадаетесь, уже не маленькие. До встречи на стриме!